Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал из города на дачу. Если у вас не получается смотреть нас на ютубе, я обязательно оставлю ссылочки на другие платформы, где нас можно еще найти. Закрепляю их в комментарии, а также в описании под этим видео. Итак, напомню, планы на это лето переделать вот это деревянное крыльцо. Весной мы его разобрали до основания, а также убрали старую деревянную дверь, которую заменили на новую, и, кстати, делали мы ее сами. Кому интересно, ссылочку обязательно оставлю в описании под этим видео. Основание и ступеньки сделали из бетона, сварили металлический каркас, также выровняли стену и отдекорировали покрытием АМК. И вот так теперь выглядит наше крылечко, оно очень преобразилось, но сегодня поработаем над крышей или козырьком для нашего крыльца. Потихоньку приближаемся и к крыше нашего крылечка. Взял такой профиль 40 на 20, поставил с той стороны, с той, а теперь я померил, нужно через каждые 61 сантиметр приварить вот такой кусок. Также, чтобы крыша была надежнее, ставлю такие отрезки профиля не плашмя, можно было бы и так поставить, да, а на ребро. Так будет надежнее. Если вдруг выпадет снег или что-то еще, то наша крыша это по-любому выдержит. Вот так. А я хочу показать, как у нас обстоят дела в нашей теплице. Так, возле теплицы у меня растет вот такой кустик с помидорами. Мы уже пару красненьких оттуда собрали и входим в теплицу. Несмотря на июль, я удивилась, переживала, что погорят мои помидоры, вообще, что им тут будет некомфортно. Но смотрите, как они стоят. Рома их подвязал пока таким образом. А огурцы и арбуз мы подвязали вот на такие веревочки. Посмотрела в интернете такую подвязку. Ну, не знаю, правильно, неправильно я сделала. Вы уже в комментариях там подкорректируете нас. Вот. И вот так стоят огурчики, помидоры. Ну и по поводу огурчиков вы написали. Кто-то написал, что зачем мы пересаживали огурцы, можно было просто посеять, они еще взойдут. Но дело в том, что мы в этом году вообще не планировали возиться с огурцами. У нас они в открытом грунте почти никак не всходят, нужно очень хорошо удобрить почву, скорее всего. А вот огурцы, арбузы, это все у нас самосев, как и помидоры, которые я пересадила сюда. Ну и как я уже показала, они не погибли, им здесь хорошо. Они, смотрите, вытянулись, там есть уже цветочки, и там вот такой уже арбуз. И как раз в сравнении покажу вам, если бы мы не пересадили их, смотрите, здесь в открытом грунте остался третий куст и куст арбуза. Вот. Он не вырос, получается, им здесь хуже, чем теплицы, поэтому ожидать от него что-то или нет мы не знаем, просто жалко его выбрасывать, выкапывать. Ну, а остальные огурчики, они хорошо пережили пересадку, и надеемся, что они скоро нас будут радовать плодами. По крайней мере, цветочки уже завязались. О, жара у нас, ребята, сегодня. В тени 39 градусов, а в доме уже тоже прогрелось 33. Хорошо, что, как видите, я уже успел сделать каркас под крышу на наше крылечко и даже покрасил. Потому что варить в такую жару вообще противопоказано и даже противозаконно. Вика вон даже готовит на улице, а не в доме, чтобы дома сильно не нагревалось, хотя там уже 33 градуса, куда еще больше, да? Так, ну, а я еще хочу сделать сегодня крышу здесь, потому что дверь тоже сильно нагревается, от солнца не дотронется. А если уже будет крыша, хотя бы какая-то маломайская, то это будет здорово. Вообще мы хотим положить сверху такой кровельный профлист коричневого цвета и такой красивый, знаете, волнами, который специально для крыш. Но чтобы во время дождя не стучало сильно громко, мы под низ подложим листы ОСБ, наверное, покрасим их, также клеенку бросим, ну а потом уже вот этот профлист. Так, покажу вам, как я сейчас готовлю в жару. Старенькую печку вынесла. Сейчас здесь тушится нутрия. Так, а до этого я пожарила на гриле кабачок. Сначала приготовила на гриле, потом включаю печь, и то только на одну комфорку, вот, чтобы не перенапрягать проводку. Вот так и выживаем в жару. Хорошо, когда есть такие помощники, очень сильно выручают. Вот, и сейчас мне нужно сделать заправку для овощей из чеснока, масла и немножко соли. Листы ОСБ у нас тут
находятся возле нашего сарайчика, накрытые тенами. Кстати, тены мы тоже, наверное, сегодня где-то применим. Может быть, возле дома, там где окно, чтобы не сильно жарило. Тоже, может быть, свяжем 2 тена вместе и как-то прикрепим, чтобы такой навесик, крыша такая была. Так, а листы, вот они. 3 листа, как раз я считал, должно хватить. Хочу примерить, как оно вообще будет выглядеть с листами. Один закину наверх и примерю. О. Ну, гляньте, да? Почти хватает до старого шифера. Может быть, еще полосочку отрежу и тоже ее туда подложу под шифер. Ну, так хорошо. Так, а к нам идут тучки. Интересно, будет ли дождь? Его, конечно, передавали, но в июле у нас редко идут дожди, но будем надеяться. Чтобы листы на крыше нашего крыльца не разбухали, мы решили их покрыть пропиточным лаком. И так, чтобы еще в тон было, взяли цвет палисандр. Буду с краскопульта красить, а если будут разводы, потому что пропиточный лак, он такой жидкий, тогда уже буду подкрашивать или делать цвет аккуратным с помощью валика. Так, ну поехали. Вот такие коричневые получились у нас листы. Правда, это только с одной стороны, с той стороны, которую будет видно, а которая под шифером будет, она будет немного светлее, потому что палисандра у нас уже не осталось. И я разбавил тот палисандр, которого чуть-чуть осталось, с бесцветным лаком. Поэтому эта сторона будет такая светлая. Чтобы вы не говорили, а, Рома схалтурил. Одну сторону покрасил, а второй нет. Нет. Пропитываю лаком все. Правда, одна будет темнее, другая светлее. Так, а у нас сейчас будет небольшая распаковочка. Наконец-то у меня появился мой вертикальный моющий пылесос. Это просто находка для меня, настоящий помощник, потому что дом у нас большой, где-то больше 70 квадратных метров. И сначала пылесосить, а потом мыть полы, ну, сами представляете, сколько это занимает времени. Так что давайте его откроем и попробуем. Так, но распаковке мне будет помогать Рома. Да. Он радуется этой покупке не меньше, чем я, да? Я люблю всякие такие штуки. Да, так это вверх ногами, назад. Ага. Кстати, модель мы выбрали Roborock F25. Это прекрасное соотношение цены и качества. Почитали отзывы, и нам все понравилось. Это как раз тот случай, когда недорогая модель пылесоса совсем не уступает по качеству уборки дорогим пылесосам, да? Да. Кстати, это русская версия, здесь все на русском. Вот руководство пользователя пылесоса с функцией влажной уборки. Мы с ним тоже ознакомимся. Ну, мы уже частично ознакомились в электронном формате. Так, теперь его нужно собрать. Кстати, по отзывам написано, что в сборке он очень прост. Мы это тоже проверим с вами. Так, упакован хорошо. Очень много подстраховывающих пенопластных штук. Это хорошо. Значит, он пришел к нам целым и невредимым. Так, это нижняя часть. Красивый такой, да? Сильный. Серо-белый. Серо-белый. Ну, я белый не очень люблю, но это очень выглядит стильно. Щеточка для чистки. Тоже в комплекте. Ого, он такой не маленький. Он так весит, наверное, килограмма 3. Я читала в инструкции, его вес 4 килограмма, а это на 15% меньше
его аналогов. Так, ну сборки у нас с тобой не должно быть никаких проблем, потому что я читала в отзывах, что эту модель берут людям постарше. Как я уже говорила, она проста в эксплуатации, ну и также в самой сборке. Да. Так, положил я сюда док-станцию зарядную. Инструкцию. Да. Вот тут инструкцию подсматриваем. Надеемся, что и мы соберем. И это будет очень просто. Такую штучку. Класс, есть на месте. Ну, теперь вот этот ролик одеваем. TX, а ну, придерживай. О, все, на месте. Ух ты. Теперь заливаем воду сюда и будем пробовать пылесосить. Да. Ну что, Викулечка, давай, пробуй, включай. Так, ага, вначале нужно, тут еще ручка в таком положении, я же не буду его пылесосить, правильно? И вот чтобы наступить, тут такой вот прикол есть, хоп, нажимаешь на головку и опускаешь ручку. И все, теперь можно пылесосить. Ну, поехали. Я его даже не веду, он сам едет, Рома. Так, переключаем на... О, кстати, в обоих режимах работает довольно-таки очень тихо. Так, сейчас я выключу. Остановлено. Как вы заметили, во время уборки и переключения режимов и отключения пылесоса с вами будет беседовать милый женский робота-голос. Вот. Мне, в принципе, эта функция очень понравилась, но если вам она будет не нравиться, то я покажу, как ее отключить или сделать тише. Кстати, простота управления этого пылесоса еще и в том, что здесь нет разных наворотов, а всего лишь есть 3 кнопки. Кнопка «Включить-выключить», кнопка «Очистки» и кнопка переключения режимов и переключения громкости. И переключаем сейчас с вами звук. Нажимаем буквально на 2 секунды. Увеличить громкость. Уменьшить громкость. Отключить голос. Да, пылесос довольно мощный. В инструкции сказано, что у него мощность всасывания 20 тысяч паскалей. Представляешь? Да, поэтому я хочу устроить ему тест-драйв. У меня тут прячется кетчуп. И мы сейчас посмотрим, как он справится с этой задачей. Мечтала, как в настоящей рекламе, вымазать пол кетчупом. Немного мне на ужин оставь. Хорошо, хватит тебе. Хватит. Так, кстати, сюда можно еще в емкость для чистой воды можно добавлять еще моющее средство. Ну, мы тестируем без моющего средства. Итак, опускаем, запускаем. Ну что, не подведи. Мой кетчуп! Где он Помыл, делся? и даже вода не запачкалась. А, не, немного запачкалась, да. Класс. А коты-то наши не убегают. Действительно, на месте. Включаем наш обычный, тот, который... А, мы строительный даже включаем, да? Мы У нас же только строительный, и да. обычный, и Только ручной. включаешь одну кнопку, они... никого же нет. А теперь они не так боятся пылесоса, можно убирать. Они даже не шелохнулись, посмотри. Чего. Ну что, мы вас познакомили с такой моделью вертикального моющего пылесоса Roborock F25, рассказали о его преимуществах, ну и чтобы наш отзыв был совсем честным. Да, недельку-две им попользуемся, а потом уже честно расскажем, как он в работе. Но если вам тоже понравился, то можете переходить по ссылочке в описании под этим видео и приобретать такой пылесос. Да, себе либо на подарок. Теперь у нас чисто будет вообще. А по промокоду Roborock 10 вы можете заказать пылесос со скидкой 10%. Забросил я наши листы, а теперь потихоньку прикручиваю их к профилю вот такой пресс-шайбой с буром. Пресс-шайбу взял на 25,
Думаю, будет очень хорошо держаться. Так, застелили мы листами OSB, хорошенько их прокрасили. Теперь такой коричневый красивый цвет. И сверху еще, как видите, бросили пленку. Это та пленка, которую мы использовали для нашей теплицы. Она тоже будет служить много лет. Постелили ее вместо рубероида. Осталось только сверху постелить профлист для крыш. И уже будет крыша готова. У нас тут внезапно поднялась буря, ребят. Смотрите, какой смог. Ничего себе. Пронесся ураган. Теплица пока на месте. Но еще пока ветер дует. Посмотрим, что будет дальше. Котики в боевой готовности. Все рядом с нами. Где вы? Вы тут? Покажитесь. Тут. Молодцы. Альфа на месте. У Жужи свое есть тайное место, где она убегает в такие моменты. Вот. Ну, в общем, сидим, бдим. Не хотелось повторения прошлого года. К сожалению, такой ураган промчался не только по нам, но и по всему региону. На некоторое время пропал свет и интернет, и лишь мобильная связь изредка пробивала сквозь бурю. И хочется поблагодарить неравнодушных людей, а их среди нас немало, за то, что они искренне переживали не только за нас, но и за других. Все обошлось, и это радует. А завтра наступит новый день, и несмотря ни на что, мы продолжим жить эту жизнь. Еще некоторые зрители нам в комментариях писали, что Рома и Вика, это хорошо, что вы занимаетесь там ремонтами, сделали забор, доделываете крылечко, это хорошо, но нужно же и участком заниматься. И это действительно так. Да, мы тоже хотим заниматься и участком, и покосить эту траву, потому что здесь у нас все заросло, за двором тоже у нас здесь немало травы, за деревянным забором тоже у нас большие заросли, и это может быть очень опасно, если оно высохнет. Наш лесок тоже зарастает и кустами, и травой. Ну и, конечно же, участок наших бывших соседей. Здесь травы, наверное, самое больше. Потому что свой участок мы еще как-то старались руками рвать, где-то тяпать, но здесь уже сильно-сильно зарастает. Ну и почему мы немножко запустили свой участок и соседний? Здесь буквально две причины. Во-первых, не хватает сил и времени, и во-вторых, сильная жара. И третья причина. У нас же в том году сгорели две наши мотокосы. Поэтому косить нечем было. И вот буквально на днях у нас наконец-то появился новенький триммер. Так что теперь, надеюсь, будет участок у нас почище намного. Первые два триммера у нас были двухтактные. Это триммер четырехтактный. И насколько я правильно прочитал в интернете, он должен быть более экономичным, ну и работать должен дольше. То есть срок годности у него побольше должен быть. Ни разу я таким не работал, но вот сегодня буду пробовать. В двухтактных триммерах топливная смесь делается как? Берется бензин и смешивается с маслом. А здесь же заливается бензин отдельно, масло отдельно. Так как у меня в культиваторе, вернее мотоблоке. Сейчас я триммер заправлю и будем работать. Немножко надо переворачивать. Что мне сразу понравилось в этом триммере, так это то, что здесь есть такой ранцевый ремень. И вот катушка для лески. Тоже очень хорошая штука. Можно много лески намотать, а потом она сама будет периодически выскакивать. Немножко по земле бьешь, там такая штучка есть, и леска будет новая вытаскиваться. Ну что, пробуем заводить? Мне уже не терпится. О, работает вообще отлично. Если сравнивать вот с двухтактным, то кажется, работает очень мягко и тихо. Ну попробуем, как будет косить. О, не закрутил этот. Не закрутил, так.
Первый блин всегда комом. Нужно было защитный кожух вот сюда прикрутить, а я этого не сделал. Но ничего, сейчас быстренько это все исправим. Так, моя попытка номер 5. Так, косит отлично. Правда, первые разы я усердствовать не буду, потому что все советовали, чтобы двигатель не угробить, немножко поработал минутку-две, даешь ему отдохнуть минут 10-20. И так, пока он не втянется в работу, пока не пройдет обкатка. Кстати, еще советовали, что, это я в инструкции прочитал, что нужно 3-4 часа им работать, а потом заменяешь масло на новое, а потом дальше. Но это если вы тоже будете брать что-то наподобие. О, какой крупный чеснок в этом году у нас. Кстати, как вы заметили, выкапываю сейчас в вечернее время. Это идеальное сейчас время для сбора урожая чеснока. Не жарко, прохладно. Ну, не прохладно, но, как говорится, жить можно. Особенно орудовать лопатой. В жару это просто нереально. О, посмотрите, какой чеснок. Так, сегодня утром снимаю, покажу поближе, какой у меня чеснок, вернее, какой урожай чеснока. Неплох, неплох. Ну и сам чеснок тоже хорош. Ну и вот перебрала я чеснок. Здесь у меня в ящике сушится. Его немного, но посмотрите, какой он классный, крупный. И крупный вот этот чеснок я сразу буду откладывать на осень на посадку, а остальное оставим на покушать. Все, чистота. Нету моего укропа. Остались только кустики. Только в пыли. Наконец-то у нас теперь чисто. Вот. Но еще не полностью, но хотя бы уже в области двора. А у меня там варится очередная наша еда. Накрою крышкой, потому что поднялась сейчас столбом. Вот. Даже без варенья, да? Сметанку все съел, а вареничек нет. И Тома тоже. А Веснушечка все кушает, да, Веснушечка? И вареничек, и сметанку. Лянь, красота. Не протекает вроде бы, да? Нет, не протекает. Клеёнка это не держит капает хорошо. нигде. Ура! Теперь мы можем наслаждаться И дождиком. не прятаться в дом, не выглядывать в щелочку или в окошко. Мы раньше так делали. Дождь идет, дверь приоткрываем, посмотрим, сильный или не сильный, закрываем. Теперь можно стоять и любоваться. Да, сильно дверь не откроешь, потому что все заливает в коридор, поэтому
Было неудобно, а теперь Ой, красота. класс. Давай, мы молодцы с тобой. Давай 5. Давай, Хватит. ты молодец. Мы с тобой стоим, а котики вот на стульчиках умостились. Красавчики наши. Но еще на этой неделе мы организовали себе все-таки за столько лет небольшой отпуск и отправились на юг, а именно в село курортного типа под названием Архипо-Осиповка. Живем мы с Викочкой в вот такой небольшой комнате на море. Как видите, здесь все необходимое есть. Вот там сзади душ с туалетом, вентилятор тоже очень помогает. Ну и хорошая кровать с очень приятным матрасом. Так что высыпаемся отлично. Такая маленькая комнатка, но все, что нужно, здесь есть. На отпуск у нас отведено 4 дня. За это время мы должны выспаться, накупаться в море, а также полакомиться вкусняшками. На удивление, в Пятерочке здесь была очень вкусная выпечка. И если, отдыхая на пляже, вам предложат пончик за 200 рублей, не ведитесь. Здесь же вы можете приобрести 2 пончика по цене 59 рублей с очень вкусной начинкой. Аппаратный кофе 49 рублей, что тоже намного дешевле, чем на пляже. Мы сейчас зайдем, перекусим, покушаем хорошо и пойдем уже на пляж, да? Да. Ох, сегодня жарко. Да, Думаем, тоже кепку. и море будет тоже теплое. Теплая, да. Так, Вика пошла заказ делать. Чего-нибудь вкусненькое возьмем. Конечно же, я не хотела свой короткий отпуск провести на кухне. А тем более я не приготовлю так вкусно, как готовят в местных столовых. Здесь чисто, атмосферно, есть где вымыть руки, и, кстати, кран здесь бесконтактный. А также еда здесь очень вкусная и разнообразная. Выходим из столовой, немного поправили здоровье, можно дальше идти. Ну что, идти нам вот по такой дороге. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. И где-то минут 20. Минут 20-25 дойдем, смотрим Разные домики. разные домики, разные растения тоже красивые. Мы, кстати, где-то здесь видели дерево киви растет. Это впервые мы такое видели в жизни, Растет как виноград. да? Да, как виноград плетется. Плетется. И как дерево. А мне вроде как дерево. Если сейчас найдем, покажем обязательно вам. Да. Где-то там, чуть подальше. На своем пути мы встречаем вот такие вот кусты с белыми цветочками, розовыми. Вообще обалденные. Ну, ничем не пахнут, но красивые. А вот тут дерево. Мы называем его дерево-лопух. Такие большие листья. Напоминают листья большой крупной шелковицы. Да. Влаги тут много, поэтому оно и растет. Плоды интересные. Вот они, смотрите, какие прикольные. Так. Интересные, да? Да. Интересно, съедобные? Не будем рисковать. Нам еще отдыхать. Еще вот красивая, да? Ну, мы беленькое встречали. Да, такое же самое, только Розовенькое. теперь Красота. другим Как. цветом. А ну? Нет, тоже не пахнет. Видите, как оно идет деревом? Дерево, Такое где дерево. кустиком, да? Да, наверху куст и цветы. Красота. Красиво, да. А вот и киви. Рома, подходи, посмотрим. Так, а ну сейчас покажем. Первый раз так вживую вижу, как растет киви. Ну, видите, гляньте, их тут сколько много. Смотрите, какие. Срывать, конечно, мы не будем, потому что это не наше.
Но они уже почти спелые, кажется. Приезжая в Архипоосиповку, не стоит переживать, что вам негде будет переночевать. Свободные места есть всегда. И вы только посмотрите, какие здесь красивые пейзажи. А вот здесь мы тоже увидели такое дерево или куст. По цвету напоминает сирень. Оно... И по запаху точно. Но немножко, конечно, другой. Миленькие цветочки. Ох, и пахучие. Гляньте, какие миленькие. Класс. Зашли в тенечек, тут немножко потури отдохнуть. Фу, жара. Дружбанчик мой, столовчик. Ой, возьмите вот зеркало. Я так кушу побольше, да? А, или вот. Вот, красиво. Да-да. Ова. Класс. Класс. Шли мы по жаре к морю, и нам уже начало казаться, что дома вверх ногами. Фу, нужно быстрее купаться идти. В Архипоосиповке мы с Ромой впервые. Несмотря на то, что это село, здесь очень чисто. Здесь очень много урн, за которыми следят и часто меняют. Есть места для переодевания, а также душ и туалет. А еще вас предупредят, что за рамками пляжа ходить в купальном костюме нельзя. Мы с Ромой решили прятаться от солнышка и выбрали вот такие места под навесом. А вот и море. Ну здравствуй, море. Мы так давно не виделись. Изрядно накупавшись, мы отправились с Ромой на прогулку по набережной. Также здесь нашли объекты вдохновения для творчества. Любимый детский аттракцион. Мы направились к горе Ёжик, но по пути нас соблазнили и пригласили прокататься на Горыныча. Захотел рискнуть и проехаться на банановом драконе. Видите, какой красный, красивый. А может и на зайце. Не знаю, на чем меня повезут. Сейчас попробую. Взял себе билетик, только не на дракошу, а на Горыныча с 3 головами. Это в 3 раза страшнее. Сейчас поедем. Давай, хорошей дороги тебе. Вернее, хорошего плавания. И вот он, прощальный гудок, и мой муж отправился в далекое плавание. Ну а я, как верная и преданная жена, осталась ждать его на берегу. Эх, нелегкая жизнь, скажу я вам, жен моряка. Ну как ощущение? Давай, все супер. Супер. Надо вдвоем поехать. Там такие красивые места. О. Да? Ну здорово. Прокатился я на банане, на дракоше. Да, на Горыныче. Мы еще 20 минут купались там в открытом море. Вода вообще чистейшая. Тебе Супер. понравилось? Очень понравилось. Эмоций куча. А сейчас мы с Викой идем на колесо обозрения.
Да? Да, чтобы лучше с высоты увидеть вообще весь кругозор Архипа Осиповки, да? Да. Интересно, какие там виды откроются. Постараемся заснять тоже, лишь бы телефон не упустить с высоты, да? А то. Два билета на колесо обозрения. Спасибо. В кабинку сели. Мы залетели в нее. Все залетели. Так, вот такая у нас зеленая кабинка. Красота. Ну, не сильно высокое, да, колесо? Но я думаю, все будет видно отсюда. Ух, вот и проверим. У меня Ты- вообще страх высоты. Ты держишься крепко? Ну и рюкзак держу, да. О, красота, да? Глянь, какие горы, какие виды открываются. Какая высотища. А еще мы попали с Ромой на специальное шоу «Дельфинарий». Если честно, я не очень люблю посещать места, такие как цирк и зоопарк, где животных держат в неволе. И вначале, когда я увидела белух, мне стало грустно, что они живут не в своей привычной среде. Но во время программы мое мнение изменилось. А здесь их любят, о них заботятся, их кормят, и несчастными они вовсе не выглядят. А они привыкли к людям и очень их любят. И если их отпустить в открытое море, они затоскуют и погибнут. Но здесь во время шоу мы зарядились положительными эмоциями. Для нас выступали белуги, дельфины, морские котики и их бесподобные дрессировщики. И некоторыми кадрами поделимся с вами.
Ну а вечером набережная оживает и утопает в ярких красках аттракционов. Здесь становится шумно и скучать никому не приходится. Каждый найдет развлечение себе по душе. Но если вам не нравится шумная обстановка, можно просто спуститься к морю и насладиться прекрасными ночными пейзажами. Но к концу отдыха мы все-таки добрались до горы Ёжик. Это прекрасное место для прогулки вдвоем, а еще здесь можно уединиться и подумать обо всем, что печалит, и оставить здесь навеки, а с собой унести прекрасные мгновения. Мокрый все. Так, ну что, уже заходит солнце, и наш 4-дневный отпуск тоже уже подходит к концу. Так что пора закругляться, отдыхать и ехать домой. А тоже там за нами скучают наши Да, питомцы. собаки, коты заскучали за нами, и мы за ними тоже уже скучаем. Все, пора вкладывать чемоданы. Да, поехали домой. Ой, Рома, пойдем еще поедим того мороженого с 4 шариками. Вот такими цветными. Говорят, очень вкусное. Пойдем. Мы так его и не поели, да? Да. Собирались, так и не поели. А еще покатаемся на этой карусельке. И вот так прошел наш короткий отпуск. Мы успели отдохнуть, зарядиться хорошими эмоциями, вдохновиться на дальнейшую работу и радовать вас новыми видео. Спасибо, что остаетесь с нами. Не забывайте подписаться на канал. Ждем новых встреч с вами. Пока-пока.